Всем привет! Продолжаем читать слова назидания Абая. 1895 год, 28 слово. Эй, мусульмане! Почему так устроена жизнь, что одни богаты, другие бедны, одни здоровы, другие больны, одни умны, другие глупы, одни предрасположены к добру, другие, наоборот, склонны к злодеянию? Когда вас спрашивают об этом, вы смиренно отвечаете, что такова, мол, воля Аллаха. Но ведь мы с вами приняли иман и стали правоверными, веря в справедливость, непогрешимость и безупречность Аллаха. Как же так? Какого-то бездельника и клятвопреступника Аллах наделяет скотом, а честного, усердного в молитвах труженика ввергает в бездну нищеты, ни разу не предоставив ему радости увидеть плоды своего труда и возможности прокормить семью. Какому-то вору или мошеннику он дает крепкое здоровье, а безвинного тихоню изводит тяжелым недугом. Из двоих детей одних и тех же родителей одного Аллах создает умным, а другого глупым. Он, казалось бы, предложил единственно верный путь, признав все человечество быть честным и справедливым. Честных он обещал взять в рай, нечестных отправить в ад. Но только Аллах повелевает человеческой душой и, значит, Он сам направляет одних на совершение добрых дел, а других толкает на грех. Разве все это говорит о непогрешимости, милосердии и справедливости Всевышнего? И народ, и достояние народа – все в руках Аллаха. Что же Он делает? Он распоряжается всем, что Ему принадлежит, как Ему заблагорассудится. Поскольку все от Аллаха, то, что остается на земле простому смертному, чего он сможет сам добиться? Значит, нечего людям обижаться друг на друга, ибо и тот, кто совершает зло, и тот, кто творит добро, будут одинаково ссылаться на волю Аллаха. И если это нельзя назвать пороком, то не означает ли оно, что у Всевышнего все же имеются недостатки, о которых мы не осмеливаемся говорить? Творец считает необходимым, чтобы каждый разумный был благочестив, и чтобы каждый благочестивый безропотно выполнял требования имана. Попробуем дать волю разуму, ведь ни одно правое дело не должно бояться испытания им. Но что тогда останется от того же требования Аллаха, чтобы каждый разумный был и благочестивым? Куда денутся его слова? Познать меня удастся лишь разумом. Когда в мире существует призрачность, некий обман, как заставишь не думать об этом? Значит, религия возникла там, где когда-то остановился разум, и значит, слепое повиновение ни к чему не приведет, пока мы не доведем иман хотя бы до подобия совершенства. Но сейчас до этого немыслимо далеко, и остается верить в то, что ты, Аллах, создал плохое и хорошее, но не ты заставляешь людей совершать добро или зло. Ты, Аллах, создал болезни, но не ты заставляешь людей мучиться ими. Ты, Аллах, создал роскошь и нищету, но не ты превращаешь людей в богачей и бедняков. Иначе невозможно тебя понять. 1895 год, 29 слово. У казахов немало толковых, дельных пословиц, но есть и такие, что не выдерживают ни божьего одобрения, ни человеческого осуждения. Говорят: если беден, не думай о чести. Пусть будет проклята жизнь, лишенная чести. Если понять эту пословицу как призыв к самому мучительному, но честному труду, то человек не теряет чести. Но далеко не все мужественные, и не каждый откликнется на зов. Достойные выступают на этот путь борьбы, недостойные выбирают безделье и попрошайничество. Говорят еще: умением можно и снег разжечь. Умелой просьбой все возьмешь. Эти пословицы заслуживают Божьей кары. Чем тратить жизнь на унизительные поиски слов, способных разжалобить скрягу или ломать голову над тем, как снег разжечь, лучше просить милости у земли или полагаться на плоды своего труда, добытые в поте лица. Бытует пословица: если ты безвестен, то подожги поле. Но какой порок от славы, добытой злодеянием? Есть и такая пословица:
Чем 100 дней слоняться выхолощенным верблюдом, лучше 1 день безумствовать бурой. Но что толку от однодневной безумной страсти, которая сгибает тело? Говорят, золото собьет с пути и ангела. Приношу этих людей в жертву ради святого имени Аллаха, зная, что ангелу золото ни к чему. Они хотят ссылкой на него оправдать свою неуемную алчность. Говорят, богатство слаще отца и матери, но собственная жизнь дороже дома, полного золота. Разве стоит чего-нибудь жизнь негодяя, для которого богатство дороже его родителей? Какая подлость менять отца с матерью на богатство? Мучительным ли трудом или легко, но родители обзаводятся скотом и наживают добро с одной лишь мыслью оставить все детям. И продавая родителей за богатство, предавая их, человек совершает преступление перед Аллахом. Надо быть предельно осторожным в обращении с пословицами, рожденными от недомыслия. – 1895 год, 30 слово. Подобно тому, как на 40 клячах не одолеешь даже одного холма, так и на пустом бахвальстве далеко не уедешь. Да и к чему бахвальство людям, на что оно пригодно? У хвастунов нет совести и чувства собственного достоинства, способностей к большим делам и высоких помыслов. Не найдешь у них ни решимости борца-силача, ни мужества батыра, ни человечности. «Ах, оставьте!» – отмахиваются они от дельных советов. «Зачем вы говорите мне о других? Еще увидим, кто кого лучше и чья голова будет приторочена к седлу. Может быть, я кому-то обязан своим успехом? Может, кто-нибудь кладет в мой котел мяса или дает мне дойный скот? Или в искуплении бия себя в грудь, раскачивается из стороны в сторону? Что мне жаль своей жизни? Да будь я проклят, если так. Ради этого дела я готов идти на расстрел или быть сосланным. Смерть ведь одна, ее не миновать». Встречали ли вы казаха, способного отвечать за подобные свои слова? Я не видел казаха, который признался бы, что смирился перед неизбежностью смерти или способен достойно погибнуть. Все только тычут пальцами в свой маленький кадык и грозятся: «Зарежусь и баста». Если бы один выполнил эту угрозу, люди удивились бы решимости глупца. Но что же можно сказать о людях, которые не знают, где спрятаться, когда приходит беда, о тех, кто надеется убедить окружающих напускным надрывным криком, рассчитывая на наивных и желает добиться о себе таких слов: «Оставьте этого нечестивца в покое, как бы он и вправду не наделал делов». О Аллах, разве по человеку не видны его душевная щедрость, если таковою он обладает, верность клятве, тароватость, бескорыстность и другие добрые качества? А тут мы имеем дело с бесчестным и бессовестным пустомелей, о котором говорят: «Бесстыжему лицу даны неугомонные скулы». 1895 год, 31 слово. Для того, чтобы запомнить советы и следовать им, нужно соблюдать 4 условия. Первое. Надо быть сильным, чтобы не дать воли самолюбию. Второе. Надо принимать умные слова сердцем, всей душой, так, словно бы утоляешь ими жажду. Третье. Следует по нескольку раз повторять про себя услышанное, чтобы закрепить его в памяти. Четвертое. Нужно держаться подальше от вещей, которые изнашивают человеческий ум и заставляют его терять накопленные знания. Таких вещей, которые изнашивают ум и заставляют его терять накопленные знания, кстати, тоже 4. Это беспечность, неуступчивость, легкомыслие и уныние, или пагубные пристрастия. 1895 год, 32 слово. Известно, что наукой овладевает тот, кто испытывает жажду познания.
Но одного стремления тут мало. Даже сам процесс приобретения знаний должен быть подчинен определенной системе. В противном случае поиски могут оказаться напрасными. Во-первых, ты должен точно уяснить, для чего тебе необходима наука. Не для обогащения или приобретения каких-нибудь мирских благ стремись к науке. Если ты страстно увлечен ею, то богатством для тебя явится каждое твое открытие. Устранение самого незначительного пробела в твоих знаниях. Нет ничего ценнее такого приобретения, и не бывает на свете наслаждения выше того, которое ты испытал при этом. У тебя родилась любовь к науке, а она, как и всякая любовь, ненасытна. Значит, ты идешь на новый труд и поиски. Эта любовь, иными словами, жажда познания, помогает тебе запомнить увиденное и услышанное, усвоить их и закрепить в своей памяти в ясных, образных, художественных формах. Если твоя душа лежит к другим вещам, и ты изучаешь науку ради достижения этих самых других интересов, то твое отношение к науке подобно отношению злой мачехи к пасынку. Науку надо любить, как мать любит родного сына. Тогда и наука тебе ответит взаимностью, станет доступнее. Коротко говоря, на этом пути неполноценное отношение не приводит к успеху. Во-вторых, стремись овладеть наукой для того, чтобы расширить свои познания и посвятить их благородным целям. Просвещению чужды ненужные, бесплодные споры. В разумных пределах споры оттачивают ум, но излишняя приверженность к ним губит человека, либо он привыкает спорить не ради выяснения истины, а для того, чтобы во что бы то ни стало победить соперника. Наука, как таковая, уже остается в стороне. Главным же для такого ученого мужа становится стремление запутать другого и сделать его жертвой ложных истин. Вообще это свойственно людям с дурными наклонностями. Человека, сбившего в споре с верного пути сотню лошадей, грешно даже сравнить с тем, кто вывел на путь истины одного. Наука нуждается не в глупом споре, ведущем к соперничеству, а в дискуссиях, но и здесь следует знать меру. Отсутствие меры плодит завистников и спесивцев, предрасположенных ко лжи, наговорам и рукоприкладству. В-третьих, достигнув истины, не отступай от нее даже под угрозой смерти. Кому нужны твои знания, если они не покорили, не захватили всецело тебя самого? Какой прок от истины, если ты сам не предан ей? В-четвертых, надо понимать о двух человеческих свойствах, способствующих приумножению знаний. Это потребность человека к живому обмену мнениями, советоваться с другими и тяга к сохранению приобретенного, усвоения его. Следует предлагать все силы, чтобы совершенствовать в себе эти свойства. Только тогда человек способен обогатить себя знаниями и создать предпосылки для развития науки. В-пятых, в 19 слове назидания уже писалось о 4 пороках, мешающих людям стать разумными. Надо держаться от них в стороне. Особенно остерегайся, душа моя, равнодушия и беспечности, не подпускай их близко к себе. Там, где они властвуют, нет ни веры, ни народа, ни истины, ни чести, ни разума. Всего того ради, чего существует наука. В-шестых, надо обладать характером, который, подобно сосуду, поможет сохранить твои знания и разум. Крепи свой характер и знай, что твердость характера разрушает зависть и легкомыслие, подтачивает ранимость от бестактного слова и подверженность мимолетным увлечениям. Действительно, какой прок от твоих знаний, если их негде хранить? Значит, нужно быть стойким, нужно всегда сохранять твердость духа. Крепкий характер также немыслим без воли, помогающий человеку добиваться поставленной цели и не позволяющий ему даже минутной слабости. Итак, твердость духа и воля – основа настоящего характера. Пусть же они умножат мудрость и служат чести человеческой. 1895 год, 33 слово. Чтобы жить в достатке, надо учиться ремеслу.
Достаток переходящ, ремесло нет. Ремесленника, который живет на заработанное своим честным трудом, можно бы почитать как святого. Но Аллах не миловал и тут. Даже среди немногочисленных казахов-ремесленников, подобно неизлечимой болезни, бытуют пороки. Во-первых, эти люди не стремятся совершенствовать свое мастерство, не ищут мастеров лучше себя, чтобы, работая с ними рука об руку, перенять их искусство, а довольствуются тем, что умеют сами. И по стародавней привычке казахов передаются пустому бахвальству, пролеживают себе бока, почем зря растрачивая время. Во-вторых, надо работать в поте лица, а они, заработав несколько голов скота, начинают мнить себя богачами и хвастливо думают: «Разве у меня не вдоволь скота?» А ведь стоит появиться такой мысли, как человек предается праздной лени, беспечности, чванливости и франтовству. В-третьих, эти люди не остерегаются льстецов, а льстецы не премнут обратиться к ремесленнику с лукавой просьбой: «Ты ведь щедрая душа, свет мой, и ты мастер, искуснее которого нет во всей округе. Или же, уважаемый, что вам стоит выполнить мою просьбу?» И вот ремесленник рад до безумия, что ему кладут поклоны, верит в свою незаменимость, и дни его проходят в пустом самодовольстве. Более того, своим поведением он тешит льстецов и дает им повод думать, что обманом можно добиться всего. В-четвертых, они часто неразборчивы в друзьях, и чаще всего казах-ремесленник оказывается в компании нечестных людей. Обманщики набиваются ему в друзья, дарят какую-нибудь мелочь, обещают золотые горы или свое покровительство, а ремесленник рад до смерти, что нашел бескорыстного друга, и тоже старается услужить ему. Из кожи лезет вон, только бы делать другу приятное, и не замечает, что его водят за нос. Так проходят дни, забывается и семья, и хлеб насущный, растут долги, и наступает время, когда он вынужден занимать у одних, чтобы расплатиться с другими. Теперь бедняга трудится, чтобы как-то сводить концы с концами, но все больше втягивается в раздоры и окончательно теряет свое человеческое лицо. Откуда эта напасть? Почему казахи, способные провести кого угодно, так легко обманываются сами? Вот мы и прочитали очередные слова назидания. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Увидимся через 3 дня. Всем пока-пока.